Нас сейчас повозили по объектам, показали несколько примеров. Мы были в офисе, нам посчитали все. И сейчас Эдвард подробнее расскажет про стоимость квартир на Пхукете. Давайте начнем изучать недвижимость в Таиланде. Нужно понимать, что море и пляж лучше всего для купания на западной части острова. Тут такие районы, как Ката, Корон, Патонг и так далее. Сейчас стремительно развивается район Бангтау. Хочется, конечно, все подробнее изучить, поэтому мы поехали смотреть шоурум. Рядом с пляжем Бангтау расположен элитный район Лагуна. И нас очень заинтересовала недвижимость именно здесь. Это кондоминиум Skypark, он частично уже построен. Вот пример, как будет выглядеть квартира примерно 30 квадратных метров. Такие квартиры удобно сдавать. Для удобства здесь имеется небольшая кухня и встроенные шкафы. В этом комплексе цены начинаются от 120 тысяч евро. Если покупать во время стройки, то цены меньше. Есть несколько видов, точнее есть однокомнатная, двухкомнатная и трехкомнатная. Ну а также есть опция сделать две однокомнатные соединить вместе или две двухкомнатные соединить вместе. Такая опция имеется только если дом в этапе только начальном постройки, если он еще не построен. Однокомнатная квартира примерно 37 квадратных метров, и стоимость ее оценивается 5 миллионов бат. Двухкомнатная квартира чуть подороже, она уже стоит 7 миллионов бат, это 47 квадратных метров. Трехкомнатная квартира стоит уже совсем подороже, и это уже 17 миллионов бат. Почему так? Да потому что трехкомнатная квартира это 138 квадратных метров. Данный дом находится в районе Бангтау. Этот район очень сильно и очень быстро развивается. Там огромнейшее количество наилучших, просто класснейших кафе, ресторанов, классных спортзалов. И все абсолютно новое. Я тоже могу сказать, что мы были удивлены, когда подъехали в этот район, потому что он выглядит совсем иначе. То есть, если вы знаете, как выглядит Таиланд и Пхукет, вы не ожидаете увидеть такое здесь. Это прям какой-то европейский даже стиль. Газончики подстрижены, все чистенько, прям мусорки для собачек есть. То есть очень-очень модерн, по-европейски и чисто. Мы приехали в шоурум посмотреть примеры квартир в этом элитном кондоминиуме. Здание только начинает строиться. Нас пустили в еще не полностью открывшийся офис продаж, чтобы презентовать имеющиеся квартиры. Это двухкомнатная квартира 47 квадратных метров. Очень симпатичный дизайн. За дополнительную плату можно приобрести сразу с мебелью. Как вы можете заметить, квадратура небольшая, но планировка очень компактная. Так что не чувствуется, что здесь всего лишь 47 квадратов. Также здесь встроенная кухня и встроенные шкафы. Все очень продумано. Также здесь есть виллы и таунхаусы. Но таунхаусы нам показались интереснее, во-первых, из-за цены и из-за квадратуры. Мне очень понравился один таунхаус. И почему он так понравился? Потому что, во-первых, его место расположения закрытая территория на Пхукете. И очень классно он сделан. Мы посмотрели несколько примеров того, как это все выглядит. Очень аккуратно, стильно. Вообще здорово и очень-очень уютно, я бы сказал. Данный таунхаус стоит 17 миллионов бат. Это 3 этажа, собственный бассейн, 2 спальни, насколько я да, 2 спальни, рабочая зона и большая терраса на крыше. И причем с парковочкой внизу. Если сравнивать данную таунхаус с квартирой, про которую мы ранее говорили, 138 квадратов, естественно, я бы выбрал таунхаус. Направляемся специально, чтобы посмотреть, как вживую выглядят виллы и таунхаусы. Специально под вас могут построить такой домик, либо можно купить уже имеющийся. Вот пример таунхауса с бассейном за 18 миллионов бат. 3 спальни, 3 ванные комнаты, 1 парковочное место, и также он полностью мебелирован. Площадь данного таунхауса 318 квадратных метров. Цены на такие таунхаусы начинаются с 10 миллионов бат. Это примерно 267 тысяч евро. Также имеются виллы, в них также есть бассейн. Вот пример виллы с 3 спальнями. Цена такой виллы 20 миллионов бат. Пока вилла не построена, вы можете обсудить планировку с застройщиком и добавить изменения, которые вам хотелось бы увидеть.
Также стоит задуматься, это то, что таунхаус находится чуть-чуть подаль от всего, то есть рядом с ним нет ресторанчиков, и, конечно, желательно иметь уже машину или байк, чтобы передвигаться, конечно, детей там нужно водить куда-то, потому что там рядом как бы ничего, кроме таких же таунхаусов, нет, пока что нет. Но на байке или на машине добираться 5-7 минут до центра Бангтао и до, так скажем, до цивилизации, где абсолютно все есть, кафе, рестораны, которые действительно наивысшего уровня. Также рядом, конечно же, есть пляж. Можно всегда выйти, прогуляться, много прогулочных зон. Также есть 2 озера. Но в этих озерах купаться как бы нельзя, они предназначены просто так, для вида. А еще там сразу несколько гольф-полей от разных фирм причем. Платежи за данную недвижимость бывают нескольких видов, но разберем один из самых более-менее простых, когда вы вносите сначала 50% от стоимости, и пока дом строится, на этапе строительства примерно раз в полгода вы вносите по 10, по 5, по 15%, то, как заявлено изначально в контракте. И все. Вы, когда дом уже построится, вы, получаете уже просто ключи и готово. Естественно, имеются рассрочки, и то, как можно оплачивать недвижимость. Имеются рассрочки сроком на 3, 4, 5 лет и с хорошими процентами. 2, 3, 4% в зависимости от количества лет, которые вы возьмете. А также эту недвижимость можно рассматривать не только для себя, но и, допустим, как инвестицию или даже сдавать в аренду. То есть, кому это интересно, если вы не планируете проводить весь год на Пхукете, можно, конечно же, часть года сдавать. Также за участком, за всем будет следить определенная компания, в зависимости, какую квартиру вы выберете или таунхаус, но за этим всем можно следить, то есть вы не обязаны будете не стричь газон, не убирать бассейн, то есть это все тоже предусмотрено. Важно заметить то, что Пхукет это все-таки остров, и когда-нибудь площадь на этом острове, которая под застройку, закончится. Здесь есть национальный парк, в котором нельзя никогда будет построить что-либо. Здесь много гор, горнистой местности, на которой также нельзя построить из-за дождей, то есть могут спуститься горы немного. И поэтому площадь здесь закончится, и думайте сами, когда и где вы хотите покупать недвижимость. Хотите вы сейчас здесь купить новую недвижимость, или потом уже у кого-то перекупать уже что будет. Насколько мы видим ситуацию в мире, особенно экономическую ситуацию, то можно подумать, а куда можно было бы инвестировать, чтобы деньги не потерять, особенно учитывая кризис сильный в Европе, который назревает, про который мы говорили. Рынок недвижимости в Дубае, он, конечно же, перекуплен, или очень опасно туда инвестировать, не совсем понятно, 50 на 50 ситуация, то рынок здесь, я бы сказал, на самом деле, отчасти, скорее всего, он недооценен, потому что он только развивается. Он даже еще не устаканился и не вышел на плато. У него идет только развитие. И я считаю, вот инвестиция как недвижимость, это одно из самых интересных мест для инвестирования. Это был такой небольшой выпуск про недвижимость в Таиланде, а конкретно на Пхукете. Смотрите предыдущее видео про недвижимость в Дубае. Кому интересно, пишите, какие страны и города вы хотели услышать от нас, и мы постараемся вам рассказать. Всем спасибо, что смотрели, и до скорого.